Глава 13. Весы. Динамическое равновесие космического танца. Весы – знак равновесия, скрывает глубокие глубины. Седьмой знак зодиака отнюдь непростой. Символ весов столь же сложен, как и его подтекст. Понимание тайн этого знака может дать ключ к пониманию природы большого числа людей, который может быть использован как во благо, так и во вред. Вероятно, именно по этой причине знак очень долго даже не делали эзотерическим. Главной причиной этой секретности был тот факт, что в этом знаке была скрыта огромная сила, которая может быть использована как для прогресса человечества, так и для его уничтожения. Безопасное использование этих знаний зависело от духовной эволюции индивидуума, обладающего этим знанием. Но наша человечность все еще развивается, в области оккультизма она все еще находится в зачаточном состоянии. Вот почему истинное имя седьмого знака еще не дано миру интеллекта. Истинный смысл этого можно постичь только интуитивно, что приходит с развитием буддхического сознания. Различные названия, которые до сих пор давались этому знаку, носят лишь наводящие на размышления такие имена, как Таули, весовщик, Ваника, купец, Юка, соединяющий, Тула, вес, данные в древних астрологических писаниях, не просвещают учеников об истинном значении знака. Они скорее ослепляют, чем разоблачают. Многое в этом знаке было оставлено на усмотрение интуиции ученика. Поэтому нужно несколько раз постараться повернуть тайный ключ внутреннего знания, прежде чем будет понят его истинный смысл. Очевидно, что наша задача по описанию основных побуждений асцендента в весах и истинной природы эго чрезмерно трудна и опасна. Недаром почти все асценденты в весах показывают мощные конфликтующие силы, действующие на них. Внутренне они являются вулканами. Их принцип ума чрезмерно активен. Они очень чувствительны ко всем изменениям, происходящим во внешнем мире. Люди-весы очень хорошо осознают влияние внешнего мира на их психику. Они, как правило, осознают свои психологические реакции на мир физических отношений. В идеальном состоянии существует идеальный баланс между центростремительными и центробежными силами, то есть между силами, идущими изнутри, наружу и наоборот, и действующими на человека. Однако в обычной жизни этого равновесия трудно достичь. В таких случаях мы обнаруживаем, что индивид ужасно подавлен, его эмоции удивительно контролируемы, часто создавая впечатление, что он бесчувственен. Но на самом деле это внутренняя сила эго, контролирующая внешние вибрации, которая создает это впечатление. Это стремление контролировать внешнюю рябь с помощью внутренней невозмутимости часто бывает настолько сильным, что непостижимые скрытые способности асцендентов весов остаются скрытыми, и они не получают должной возможности для своего выражения. Их огромная душевная сила ужасно подавлена. В результате такого состояния они очень недовольны существующими обстоятельствами. Почти во всех случаях они крайне недовольны как собой, так и обществом, в котором живут. Это сумятица внутрирожденных весов. Однако внешне они демонстрируют превосходную тишину. Они кажутся уравновешенными в своем социальном поведении. Их лица спокойны. Несмотря на вулкан внутри, такие люди являются здравомыслящими, здоровыми, лояльными и очень добросовестными гражданами. Они очень озабочены своими социальными обязательствами. Помимо того, что существует тенденция к равновесию между внутренними и внешними силами, действующими на индивида, существует также тенденция уравновешивания симпатии и антипатии, желания и безразличия индивида, а также его социальных обязательств и ответственности. Поэтому иногда асценденты в весах, не колеблясь, становятся мучениками за свою семью, общество или страну, в которой они живут. Следует, однако, отметить, что эти силы очень мощные, в высшей степени тонкие, и их трудно контролировать и управлять. Эти черты асцендента в весах наглядно демонстрируют возможность их психологической неуравновешенности. Это может нанести огромный вред обществу, в котором они живут. Однако это можно контролировать, развивая способность поглощать великие духовные силы, протекающие через знак. То есть асценденты в весах должны направить свое внимание на овладение техникой усвоения духовной силы. Они должны изучать йогу, они на это способны, они превосходно подходят для этой практики. При отсутствии такого контроля лучше, чтобы скрытые силы не использовались. Общепризнано, что колоссальная разрушительная сила Адольфа Гитлера многократно возросла бы, если бы он знал об огромной оккультной силе, находящейся в его распоряжении.
Индия уже видела, как Махатма Ганди использовал свою душевную энергию, чтобы подчинить и склонить людей и организации к принятию того, чего он хотел. Если бессознательно мотивированные индивидуумы могут привести к таким результатам, то сознательное знание скрытых сил асцендентов в весах может сделать их супердиктаторами и властными автократами. Именно для того, чтобы спасти эту возможность, древние провидцы выдали посвященным только 10 знаков зодиака. В этот период 7-й знак был в высшей степени эзотерическим, и они завуалировали его, объединив Деву и Скорпиона в одно целое. Говорят, что древние греки догадывались об этом и установили весы в качестве 7-го знака. Дева и весы, которые до сих пор считались двумя в одном, были созданы для того, чтобы представлять прямо и символически первобытного дуального человека и его разделение на два пола. Госпожа Елена Блаватская утверждала, что во время этой реформы зодиака весы были добавлены в качестве 12-го знака, хотя это просто уравновешивающий знак. Эта реформация произошла в начале лемурийской эпохи, когда Великая Европа и гермафродитное человечество было разделено между двумя полами, что вызвало в них чувство привязанности, любви, заботы и симпатии к противоположному полу. Эти благородные чувства и эмоции служили защитным щитом для человечества. Эти настроения выступали как ангел-хранитель для молодого человечества. Именно поэтому немного эзотерических астрологических знаний, касающихся знака весов, в то время было сделано эзотерическим. Но человечество до сих пор не достигло значительного прогресса в альтруизме и спиритизме. До тех пор, пока этого не будет сделано, истинное значение весов не будет раскрыто. Небольшое размышление показало бы, что равновесие, достигнутое в космическом танце Натараджи, имеет некоторую внутреннюю связь с 7-м знаком зодиака и его неподвижной позой. Эта поза небесного танцора представляет собой ту стадию божественного творения, когда чрезвычайно жизненные динамичные духовные силы, изливающие наружу, не ища ничего для себя, активируются с такой скоростью, что создают видимость неподвижности, хотя внутри они функционируют с огромной скоростью. Божественный танцор на этой стадии функционирует с такой высокой скоростью, быстрее молнии, что он кажется уравновешенным. Равновесие, гармония, ритм и уравновешенность, достигнутая на Натараджи в его космическом танце, особенно в момент его неподвижной позы, кажется, напоминает характеристики 7-го знака зодиака. Неподвижность или равновесие Натараджи, достигнутое в этот момент, является результатом огромной скорости, с которой он функционирует. Теория относительности, сформированная современными учеными, предполагает, что объект, движущийся со скоростью света, будет казаться неподвижным. Но если объект имеет скорость, превышающую все, что было известно до сих пор, каково будет его состояние? Дело в том, что динамическая неподвижность космического танцора является результатом потрясающей скорости, с которой он движется. В этот момент динамической неподвижности существует значительное равновесие, а также движение. Шива в этой позе изображен с пылающим ореолом вокруг своего тела. Это наводит на мысль о динамическом характере ситуации. Это аура, электрически заряженная взрывоопасным духовным потенциалом. Огонь – это сущность бытия на всех уровнях проявления, от тончайшего духовного до самого грубого физического. Очевидно, что асценденты в весах являются отражением этой стадии космического проявления. Они чрезвычайно чувствительны ко всем аспектам своей жизни. Если они осознают свою духовную природу, они жизненно заинтересованы в ней. Если у них есть материальные наклонности, они будут полностью вовлечены в это. Когда Господь Шива танцует, его правая нога сокрушает карлика, символ невежества. Но священная богиня Ганга, олицетворение божественного знания, стоит на одном из симметрично стоящих локонов Господа, сложив руки в поклонении. Этот символ очень значим для знака весы. Сокрушение карлика и воскрешение Ганги являются важными элементами этого изображения. В этот момент космический танцор делает шаг к тому, чтобы сокрушить материализм, который символизирует карлик, невежество, и уступить место мудрости, то есть духовности. Из этого можно заключить, что асценденты в весах, независимо от их образа жизни, должны пережить определенные важные события, которые предназначены для уничтожения их материалистических наклонностей, чтобы божественное знание могло просветить их. В двух верхних руках Господь несет свою дамару, барабан в форме песочных часов, и огонь – символ жизни. И то, и другое являются очищающим средством, которое разрушает шлак и очищает жизнь.
Время и огонь необходимы для любого преображения в жизни. Но все перемены доставляют хлопоты. Это состояние отражается и в случае с людьми-весами. Почти во всех случаях люди-весы страдают в жизни, что, конечно, делает их чище в духовном плане. Две нижние руки Господа находятся в благословляющей мудре. Это означает, что все асценденты в весах получают благословение Господа. Когда продолжительность жизни подходит к концу, весы-индивидуумы получают божественное благословение, которое часто проявляется в жизни как разочарование. Таким образом, настоящим символом весов, по-видимому, является космический танец Господа Шивы в его форме Натараджи. Весы очень непонятны. Очень трудно решить, материалистический это знак или спиралистический. В связи с этим было сказано, что он представляет собой пересечение центробежных и центростремительных сил в природе. Эти две силы всегда действуют на все, что существует в природе. Соотношение этих сил, однако, различается в разных вещах. Центробежная энергия – это то, что пыталось вырваться наружу. Он напоминает путь инволюции Праврити Марка, который является процессом вовлечения в материю. Под влиянием эта энергия участвует в размножении, генерации и так далее. Натик всегда стремится к материальному достатку. С другой стороны, в результате центростремительной тенденции сознание индивидуума стремится проникнуть сквозь завесу физического и видимого, чтобы обнаружить глубинную природу вещей, внутреннюю причину внешних явлений. Там, где эти две тенденции встречаются, возникает равновесие, направление которого трудно определить. Центробежные силы ведут индивидуума к материальным достижениям, в то время как центростремительные силы ведут неофита к философскому смирению, вызванному проникновением в оккультизм. Квалифицировать асцендентов весов крайне сложно. Например, Махатму Ганди крайне трудно отнести к категории материалистов или спиритуалистов. Почему асценденты в весах должны быть полны конфликтов, понять не очень сложно. Выше мы видели, что знаки Девы и Скорпиона были разделены только с введением весов. Таким образом, весы занимают промежуточное положение между Девой и Скорпионом. Скорпион – саможалющее насекомое, эгоистичное, грубое и неблагодарное. Но Дева олицетворяет мировую мать, жертвующую собой ради благополучия и роста человечества. Дева олицетворяет все благородные качества человека. Скорпион за все грубое. В борьбе между духовностью Девы и материальностью Скорпион весы сохраняют равновесие. Поэтому в повседневной жизни весы могут находиться в конфликте между этими двумя знаками. Рожденные весы не являются простыми и раскрепощенными личностями. Внутри они могут быть одарены тем, что внешне они могут выглядеть спокойными. Важнейшей характеристикой весов является скрытое течение конфликтов. Глубину конфликта весов можно почувствовать и по-другому. Космическая эволюция началась с дифференциации. Первое различие было между мула-пракрити, изначальной материей, и дайви-пракрити, космической идеей. Как взаимодействие этих двух принципов и происходило на всех последующих уровнях проявления. Этот процесс продолжался до самой низкой глубины. Эта точка достигается, когда инволюция в материю завершена, а эволюция к духу еще не началась. Астрологически такая ситуация подсказывается тем, что Сатурн, планета материализма, экзальтирован в этом знаке, а Солнце, планета божественного озарения, ослаблена в весах. Этим же объясняется духовная потеря. Несмотря на благоприятные возможности, Махатма Ганди упустил много славных возможностей для оккультного прогресса, потому что он был слишком занят материальными вещами. Точно так же Адольф Гитлер, способный подвергнуться строжайшей дисциплине и аскетизму, не сумел пробудить в себе более глубокий спиритуализм из-за таких же противоположных тенденций. Асценденты в весах часто бывают неправильно понятыми личностями. Подводя итог, можно сказать, что весы – это динамическое равновесие, которое достигает Натараджа в своем космическом танце. Это середина между спиритуализмом и материализмом. Интеллект асцендентов в весах очень острый. Это знак, с которого начинается путь ухода, который становится возможным в последующих рециркуляциях. Поэтому в некотором роде жизнь людей весов является подготовкой к предстоящему трудному путешествию души к гору.